Всем привет из зимнего Буэнос-Айреса. Сегодня, лет 15 назад, был самый холодный день. Снег шел в Буэнос-Айресе. И сегодня не очень так холодный день. Через 2 дня будет холоднее. Сегодня где-то в районе 18 градусов днем. Обещают завтра где-то 20. А потом снова похолодает. Но зато тучно Буэнос-Айреса. Слушай, народ, сегодня мне надо по делам. То есть как по делам? По райончику прошвырнуться схожу. Мне надо таблетки купить одни, которые на постоянной основе принимаю там против холестерина. Сейчас заканчивается, надо зайти. И надо на телефоне поменять, если открыто по суббота, это защитное стекло, потому что у меня вечно бьется оно. И уже такое побитое, что уже хочется поменять. Кстати, в русскоязычном магазине, русско-китайском магазине, русско-китайском, аргентинском. Ой, плюшки. Плюшки рядышком, еще плюшки. Вкусняшки. Но я этого не ем. Так что пройдусь по району. А о чем поболтаем? Это типа ходилка-бродилка. Gracias. Показывает, что переходить дорогу в машине. Поболтаем об Аргентинском океане. А то мне тут пару раз написали последних этих. Я просто не знал, какую тему затронуть. Тут смотрю, написано, почему в Аргентине океан такая грязная вода. Вот в морях там то все. Ну, в общем, это и поболтаем. Архитектура старая. Скоро, наверное, сносить будут. Раз потом сносят и стройки новые. Вот это все видно, что тоже под снос. Значит, во-первых, океан это вам не море. Сравнивать океан с морем, это в принципе, это что, село с городом сравнивать, это одно и то же самое. Ну, а вот у нас в селе там зелень, а у вас в городе меньше зелени. Это то же самое с океаном, с морем сравнивать. Это вообще разные вещи. Океан большущий, мощный. В нем совсем другая рыба, совсем другая волна и все остальное. На море пришли, это что в бассейне полежали, там поплюхались. И, конечно, прозрачные, не каламутные. Океан, да, в океане вода тоже с одной стороны мутная, с другой стороны есть и очень чистая, прозрачная. Все зависит от того, как болтает волна прибойная. А волна прибойная очень даже и очень. Так, сегодня суббота, а в субботу вот люди идут себе к своему священнику. По субботам у них выходной. Значит, это раз. Второе. Не забываем, это в Аргентине. Аргентина это Южная Америка. У нас есть куча рек, которые здоровые реки, типа Парана, там, Рио-Уругвай, и которые идут с Бразилии и из Миссионеса. А это те районы, мне на другую сторону, это те районы, в которых глиняная почва. Соответственно, вся эта глиняная почва в реках создает воду такую мутную, как бы вот эту глиняную, да? Она очень мутная вода. И вот эти реки у нас мутные. У нас от Буэнос-Айреса и в сторону юга, там горные реки, те прозрачные, даже вообще очень прозрачные, как зеркало. Как это самое стекло. А вот до Буэнос-Айреса со стороны экватора это все мутные реки. И вот эти реки большущие, огромные, выходят в океан. Они две реки сходятся и превращаются в Рио-Ла-Плата, а потом выносят всю эту воду в океан. И в тех местах, где смешивается океан с рекой, там вода действительно в океане мутная. Это потому, что туда выносят все вот эти реки, про которые я рассказывал. Так, где аптека, у которой мне надо было? С нее что, сделали что-то другое? В аптеке был ремонт. Ладно, сразу отвлекусь. Ну, не потом отвлекусь. Ладно, рассказываю. Значит, река. Смотрим на карту Аргентины и Уругвая. И вы видите, что между Аргентиной и Уругваем есть река, которая называется Рио-Ла-Плата. Вот эта река часто путают люди с океаном и думают, что в Буэнос-Айресе есть океан. Океана нет. Эта река очень мутная. Я объяснил, из-за чего. Из-за земли, по которой эта река течет, как говорят, и все. Это не чернозем и не камни. Это глина. Это раз. Второе. Теперь смотрим, где начинается океан в этих краях, куда она заносит. И вы увидите, что загибы именно в территории Уругвая начнутся где-то приблизительно около Монтевидео. До Монтевидео будет идти вот так, типа река
с океаном сравнивается. И еще увидите, что по Аргентине загиб, который вот так уже как бы река будет отходить, тоже начнется где-то аж после Мар-дель-Ахо, где-то туда аж это самое, около Вижахеса, где-то в таком. Дальше загнется Аргентина подковой такой, загнется вниз. Соответственно, до этой территории, в этих городках, на побережье океана будет мутная вода, будет океан смешан с этой рекой. Из-за этого такая мутная вода. И плюс в океане очень сильные прибойные волны, потому что разгоняется ветер сильный, и океан большой, и волны все время это калашматят эту воду. В остальных местах океана, в остальных местах, типа от Мар-дель-Платы, ну, будем так, уже до Мар-дель-Платы и ниже, вода становится в океане довольно чистая, чистая и чистая. Даже по рыбе, рыба другой цвет имеет. Вода прозрачная, бирюзовая такая, все такое очень классное. То есть после Мар-дель-Платы все прозрачней, прозрачней, прозрачней. Потому сказать, что в Аргентине океан грязный, это неправильно. Есть только определенные места океана, в котором я вам объяснил, океан с рекой. В основном океан весь чистый и прозрачный. Единственное, что бывает даже и в Мар-дель-Плате незаметно этого, когда есть очень большая прибойная волна, и она калашматит около берега землю. Это другой вопрос. Но есть, к примеру, места, где вообще, как говорят, называют лазурные пляжи. Это ниже Баии-Бланки, это которые находятся в районе, как же там этот самый. Но есть вообще в Аргентине места, которые, можно сказать, лазурные пляжи. Это которые ниже Баии-Бланки, которые туда, Вьедьма, городки. Там вообще очень круто, там вообще есть такие места, где нету вообще прибойной волны, заливы. Там очень-очень красиво, и вода в океане очень прозрачная. И даже есть такие места, где вообще волны даже в океане нет. Так что, ребята, океан просто такой, который ближе, он с рекой смешан, там одно. А так вообще океан очень чистый. Так что не вводите народ в заблуждение, что океан грязный, просто надо смотреть в каких местах и почему. А сам океан довольно чистый, прозрачный, и это мощная стихия. Вообще офигенная стихия. Так, зайдем сюда, посмотрим здесь.